Бой, который мы разберем, яркая иллюстрация некоторых ранее озвученных принципов. А главное, он показывает, что даже играя не самой удачной колодой, это была тестовая колода, которую я забыл поменять, можно добиться успеха, если не терять головы и грамотно использовать имеющиеся возможности. Сначала мы просто посмотрим бой. Обратите внимание на использование ветра, стрел, прикрытия и мощь атаки нескольких магов. Итак, поехали. Not again. Heads off. Your soul has mine. Not again. I serve no one. Heads off. Bow to the king. Not again. А теперь разберем бой подробно. Ошибка. Вместо статуи у вражеского замка я ставлю гнома у своего. А вот теперь все правильно. Сначала статуя у вражеского замка, затем гном в центр поля. Ошибка. Не сброшена одна из старших карт, Черный рыцарь, из-за чего потеряна карта Орда скелетов, которая довольно эффективно могла быть использована против статуи. Да-да, вы скажете, что у меня была наготове бомба, но ведь противник об этом тогда не знал. Ошибка. Первым надо было ставить голема, который прикрыл бы баллисту, имеющую более слабое здоровье, но почти такую же атаку. Под прикрытием статуи и двух гномов ставим баллисту. В принципе, верный ход. Под прикрытием голема выставить пирата, чтобы побыстрее снести статую и гномов. Пускай у мага, а не орка, хоть он и построился раньше, так как у мага дистанционная мультиатака, а мне надо вынести пирата с големом.
Противник ставит демона, уничтожив мою баллисту. В принципе, ход имеет право на существование, баллиста противнику явно мешает. Но, возможно, более перспективным здесь был бы вариант с магом. Пускаю второго мага по той же линии. Вообще говоря, очень рискованная тактика. Окажись у соперника инферно. Но выбора у меня нет. Пускать одного мага без прикрытия по другой линии тоже не лучший вариант. Грамотный ход противника. Прикрыть замок статуей от атаки магов и атаковать из-за нее орком. Орк быстро движется, и у него просто лошадиное здоровье. При появлении орка я бросаю бомбу, попутно нанося ущерб замку. Но толку от этого мало. Ни бомбы, ни два мага не могут остановить орка. И чтобы не потерять обоих магов, ничего не остается, как использовать ветер. Наступает первый перелом в игре. Противник отбил мои атаки и переходит в наступление сам. Ошибка. Статуя поставлена далековато и без прикрытия. Надо было ставить ее ближе к центру, используя в качестве прикрытия для мага. А вот здесь статуя поставлена вовремя. Грамотный ход противника. Король скелетов и сразу же призрак, который успевает достаточно сильно вырасти. Кстати, промедли противник хоть немного, и все скелеты бы погибли. С таким сильным призраком двум магам явно не справиться, и я снова использую ветер. Ситуация явно стала хуже, и снова приходится использовать ветер. Противник очень грамотно ставит статую прямо перед моими магами, прикрывая свои атакующие карты. Мне ничего не остается, как снова, уже в 4-й раз использовать ветер. Тут надо оговориться, что, к счастью, в колоде противника не было ни инферно, ни метеора. Ошибка. Противник все свое внимание сосредоточил только на центральной линии, практически не используя остальные. Король скелетов и тройки не в счет. Рассредоточен свои сильные карты по нескольким линиям, и мне просто было бы нечем отбивать эти атаки. Идти же толпой с 7 карт против 2 магов с мультиатакой в лоб – это явно не лучшая тактика. Вовремя поставленная статуя, и вся толпа атакующих попадает под удар 2 магов – баллисты и гнома. На периферии, 2 остальных линиях, в это же время с помощью стрел выносятся 2 волны атакующих воинов. Ошибка. С первым залпом я явно поспешил. Не выпади сразу еще 2 карты со стрелами, это могло бы создать проблемы, потому что на вторую волну атакующих стрел бы мне явно не хватило. Наступает второй перелом в игре. Атака противника отбита, я снова перехожу в наступление. Противник пытается контратаковать. А вот здесь залп был дан вовремя. Ошибка. За големами надо было ставить мага. У скелетов там не было никаких шансов. Их нужно было пускать по первой линии. Наконец появляется возможность вести атаку сразу по 2 линиям, выставив мага под прикрытием баллиста и гнома. Ошибка. За статуями надо было ставить мага. Во-первых, он был построен раньше, а во-вторых, тогда был бы шанс убить гнома, если повезет всех моих магов. Все-таки левел 2 против левел 1. Но противник сделал ставку на черного рыцаря. И не угадал. 3 мага, суммарная атака 387 легко сделали черного рыцаря. Кстати, тут моему противнику очень могли бы помочь стрелы, но их у него в колоде не оказалось. А что же у него было в колоде? Мы видим достаточно сильную и сбалансированную колоду с явным акцентом на атаку. По всем схожим картам есть превосходство в уровнях. Единственный, на мой взгляд, недостаток колоды, сильно ослабляющий оборонительные возможности, это отсутствие стрел. Но победить можно было и без них, при адекватной тактике и грамотном использовании имеющихся в колоде карт.